Ну давай. А чё так? Всего лишь пару раз. Дамы и господа, привет. Сэр Холмс с вами. Тамриэль Rebuild Morrowind. Продолжаю тут проходить квесты в Старом Эбенгарде. Начал вот так серию с окна диалога, потому что я особо не веря в успех тут использовал красноречие на NPC, и мне удалось распространить слухи про нашу заключенную, возлюбленную герцога, да? Вот, действительно, надо поднять отношения, причем так существенно. Вот, я поэтому, пожалуй, не буду сильно рисковать сейчас. Пытаясь там направо и налево со всеми подряд разговаривать по этому поводу. Я думаю, сходить к алхимику. Ну, вообще надо сходить поспать сначала в темницу, как я люблю. А где здесь штаб легиона? Здесь? Вроде здесь. А вот, значит, сходить. Нет, не здесь. И закупить ингредиентов, чтобы сварить зелье повышения привлекательности. Думаю, неплохо должно получиться. Вот, и с этим всем уже как раз пытаться. Ну, мне сюда вот. Комфортабельнее у нас здесь. Да, в общем, давайте увидимся там уже. Ну, заодно продам всякие лишние штуки. В городе, в общем, увидимся. А вы знаете, у меня же есть, смотрите, вино очень хорошее. Лун Близнецов, которое укрепляет на 20 привлекательности, силу воли аж на 40. Это жесть. Так, вообще максимально красавчик. Давай распространяем слухи. Невероятно, я рада, что ты поделился со мной этим, иначе бы я просто это отвергла такую чушь. Во, работает. Я, может быть, смогу даже выбить налоги из этих ребят. Слышь? Давай, амулетом еще тебя бахну. Давай собирать деньги. 30 септимов. Я не интересуюсь, чтобы платить эту ерунду. Слышь? Давай! Плати! Не получается. Возможно, тут надо, опять же, чтобы красноречие было прокачано. Ай, ладно. О, аж 93, ничего себе. Ну-ка, давай. А как она могла туда вообще попасть? Я не сомневаюсь в твоих словах. Но ты уверен, что эти новости правдивы? Возможно, она использовала магию. Так. Так, с кем там еще надо? Так. Убедил торговца, убедил богатого человека. Убедил кого-то в башне. Так, а она просила... Кто-то в башне, кто-то богатый, возможно, торговец. И кто-то из бедного района. Так, надо спешить в бедный район. Так, я знаю, что вот тут у нас есть нищая. Блин, успеть бы, черт! Не пролажу. Ну, если что, у меня еще одно винище есть. Привет. Не верит мне, вот черт. О, ну. А, ты уверен? Думаю, ну, я тебе верю, но она оказалась хорошей. Никому нельзя верить в наше время, да? Ну-ка. Думаю, что я поговорил с достаточным количеством людьми. Теперь надо вернуться к первой Вессурии. Но мне все еще интересно попробовать повыбивать налог гильдейский. Сколько тут всего, да? С ума сойти.
У нас пекари здесь. Здесь, да? И здесь. Да, и в любом случае надо будет продаться. Так что сейчас. Ну и так вот я сразу здесь, потому что, похоже, задачка по выбиванию налогов, она тоже зависит от красноречия. Мне бы чуть-чуть хотя бы до 30 еще прокачать, может быть, что-то. Но я бы хотел, наверное, до 40, наверное, его развить и попробовать вернуться тогда к квестам с Кассиком и вот к этому вот. Еще заметил, что у меня таки растет репутация. Последний раз, когда я проверял, было 9. Я набираю славу. Ну, рассказывай. Да, это прошло ужасно снова. Я даже не знаю, что теперь делать. Почему он такой упрямый? Да, я все еще здесь. Что пошло не так? Когда герцог услышал новости, он прибежал ко мне, чтобы меня утешить. Сказал, что я не знал, что у меня столько много врагов. Убедил меня, что не поверил ни одному слову, которое они сказали, и пообещал защитить меня от них. Я думаю, он еще с меньшей вероятностью теперь меня отпустит. Он, наверное, думает, что защищает меня в каком-то извращенном представлении. Я не знаю, что теперь делать, но я уверена, что он не отпустит меня по доброй воле. О, что же это такое? Еще одна попытка, Холмс. Мне нужно, чтобы ты меня ударил. Что? Слушай, это не настолько ужасно, насколько это звучит. Мне только надо, чтобы ты выбил из меня сознание. Если ты маг, ты можешь использовать заклинание. Надеюсь, они подумают, что я мертва, но даже если они заметят, они должны будут отвести меня к целителю. В любом случае, я окажусь в менее охраняемом месте, откуда я смогу с легкостью сбежать. Мне все еще может это не удастся, но это моя последняя надежда. Что по поводу стражи, ну, ты уже находишься в неположенном месте, не правда ли? Я думаю, что ты найдешь способ уйти незамеченным. Хорошо, я это сделаю. Хорошо, и я не буду мешать. Мне потребуется где-то день, чтобы сбежать. Я надеюсь, что меня здесь не будет к твоему возвращению. В этом случае поговори с Ролетом. Долбануть тебя надо, да? О, потренировать! Рукопашный бой мне дают возможность. Ну давай. А чё так? Всего лишь пару раз? Ну что-то ты не похожа на мертвую на самом деле. Ну ладно, это условность. Ушатал просто женщине. Молодец. Тихо, тихо, ты меня не видишь. Ты не помнишь то, что я сюда входил? А если будешь что-то такое вспоминать, то значит это тебе кажется. Где там этот щит? Не могу нащупать. И ты меня не видел. Вам привиделось то, что я сюда заходил? Вы перепутали это с моим другим визитом? Все. Так, сейчас я хочу отправиться в доки, друзья. В доки. И поплыву в Эбенгард на Варденфелле. Это будет моя первая отлучка на Варденфелл. Что с этой дверью не так? За последние 90 серий, подумать только. Ну что, поплыли? В Эбенгард, пожалуйста.
Я тут вспомнил, что у нас где-то затопленный корабль в устье. Я на Варденфеле, официально. Ух, ничего себе. Где тут у вас миссия аргонианская? Здрасте. Здрасте. Yes, Argonian? What do you want? Защитники. Так. А что тут восточноевропейская... Ой, блин, опять европейская имперская компания. Так, ну, понятно, что они делают. Так, экзотические. По-моему, тут где-то у них офис находится. Так, замок Эбенгард в паре шагов. А, нет, это пара фортов. Расположены на островах. Так. Великие покои Совета. Имперская стража, имперский культ. Покои герцога. Так. Все в замке. Так, гарнизон на восток. Миссия Скайрим, аргонянская миссия. Они неподалеку. Ну вот мне как раз. Так, офис восточно-европейской компании. Склады. Доки на восток от замка. Соединяются с замком моста. Угу. Тут у нас статуя дракона. Бла-бла-бла. 6 рыб. Через мост. О, кстати, смотрите-ка. Тут у нас он даже упоминает старый Бенгард. На корабле можно в Сейданин уплыть, надо же. С задницей вверх такой. Ой. Так, это склад. Так, мне интересно на самом деле с этими ребятами поболтать еще, что они... О. Keep moving. Вот такое у вас тут освещение, мне показалось, что что-то... Мне не здоровится аж. В глазах краснеет. Слухи, а какие слухи? Солдат сказал мне, что они должны были отозвать легионы. Риэль Септим болен. И его наследник Гелдал Септим, младший Септим и что-то там. Просто доппельгангеры, которые заменены во время правления Игара Тарна. Толпа скандирует о низвержении поддельных наследников. Дисциплина разрушения. Ну, тут на острове, конечно, совсем все по-другому. Расскажи мне о себе лучше. Ученый, ну понятно. Ой, я даже не знаю. Записка от Джира. Джзир? Чему ты можешь меня научить? Ну, неплохо, но немного не тому, что я бы хотел. Список дел. Проверить завтрашнюю отправку. Спросить Понтуса об увольнении. Ну, короче, на отлучке, наверное. Так, перебрать бутылки. Для книжной полки? Чё, блин? Argonian? Торговец. Так это, ничего тут нет у вас задачек никаких? О. Так.
Конктуниан Понтий. Глава бенгардского агентства Восточно-имперской компании к твоим услугам. Ну да, похоже. Ну, возможно, какие-то дела с ними будут, но не сейчас, видимо. Как-то по сюжету может прийти или по другим квестам к ним. Так. Миссия, похоже, здесь, да, где-то? А, да, вот они. И мне почему-то все хочется в этот трактир зайти еще. Кирилл Покровский. Divine Divinity. Смотрите, что. Саундтрек-то верный, но на самом деле тут ничего нет. Это мы знаем. Тут видам Дрен находится, да, прям. Кризомер. Меч из легенд. И он у легиона в Бенгарде. Я, по-моему, когда-то им обладал даже в арене, что ли, или в Даггерфолле. Скорее, в арене. А может, мне это привиделось и уже... Это было так давно, что все забывается. Так. Тут что-то похоже интересное. Возможно, имперский легион берет рекрутов. А, ну, понятно. На острове более однообразные фразы у всех. Ладно, не буду отвлекаться. Вот у нас миссия Органиан здесь вроде бы. Да. Здорово. Рабина, старая подруга. А тебя, по-моему, тоже сопровождал, да? Да. Мы похожи. Но еще больше они вот друг на друга похожи. Be well, traveler. Что это? Кольчуга лорда. А вы что-то о ней знаете? Блин, сейчас я опять завалю вот это вот все. Может заплатить ему? У меня амулет под... Ой, не хочется. Нет, ладно, ничего не буду делать. Так, а с кем поговорить-то про... Не то. Наверное, с ним? Be well, traveler. На чужого похож. А, конечно, мы ему поможем. Если он прибудет сюда, мы организуем его побег из Моровинда. Дарджу. Вроде бы это он.
Slave Whisperer, как-то так это называется. Угу, да. Блин. О, это моя родная флора, что ли? По-моему, такие растения, скорее, Моровинду присущи. Окей, ладненько. Понятненько. Ну, я тут осмотрюсь немного еще у вас. Действительно, больше моровинская лора. Прибой слышно. Я вроде бы тут уже все обошел в свое время. Представим, что я прошел по дну. А что тебя тут заточили-то? Я прячусь. Что за бред? Я не помню. Я тут помню, я был здесь, но вот как я тогда отреагировал на нее, я не помню. Слушайте, у меня есть... Мне интересно, что будет, если ее освободить от... Ключ нужен, блин. Но, по-моему, больше нет никаких ингредиентов эффекта обнаружения ключа. А, тут, да, прикупил парочку себе. На повышение привлекательности в основном. Да что тебя. Неплохой набор всего, да? Троллейный жир даже купил. И свитка у меня тоже нет, да, обнаружения ключа? Так, ладно, тогда мне интересно обшарить здесь все. Ну, нет у них, в общем, здесь ключа. Так. Похоже, мне надо будет опять совершить небольшое пешее путешествие. Так, я заблудился. О, Сильвестр Сталлоне, смотрите. Я, конечно, его видел до этого, но это черт возьми. А это что за корабль там? Это я... Ну-ка, подождите, подождите. Мне интересно оценить, как это все выглядит. Отсюда. Да что такое? Застрял. Это странная архитектура, не находите? Ну, окей, голмок у нас там. Мне как раз вот в него надо будет, да? О чем я говорю про пешее путешествие. Вон там замки еще какие-то. Чтобы сдать квест неудавшийся про скрибовый пирог, там... Зафейленный пранк. Вон старый Венгард. Ты там вообще. И... к рабу надо тоже, там неподалеку. Так, я вот не помню, я... Этот корабль или вон тот? В любом случае. Хорошо. What brings you here, Argonian?
Так, хорошо. Я здесь. Я думаю, надо переночевать. Во, кстати, схожу-ка я в хостел милости Стендарра. Greetings, Argonian. How may I help you? А, стоп! Я вспомнил, у меня же в доках есть задание от гильдии воров. Вот куда я пойду сначала. И какой из этих кораблей мне нужный? Я помню, я тут ходил, когда искал корабль, который транспортирует Here to нас. see the castle. Вот, да, ему можно кодовое слово сказать. Это значит. We could use a little rain, don't you think? Зачем вам дождь? Так, как попасть? А, вот так, да? Так как тут... Ну, вот, посветлело вроде. Yes, Argonian? Интересно, какое убранство здесь. Тарелки Here to see охраняешь. the castle? О, капитан Органианка. Be well, traveler. Очень интересно. Ну, что мы тут пьем? Ну, я чувствую, подстава это все-таки. Добро пожаловать на борт. Что-то я завис. На борт принцессы Моргии корабля людей третьей эры и что-то там. Флагман, видимо, имперского флота в Моровинде. Я капитан Килья. Капитан корабля. Что привело тебя ко мне сюда? Как ты назвал меня? Ты не подвешенный мерзавец? Да, я так и знал. Поехали. По старинке будем все делать. Еще доэдрическая катана, смотри. Ну, воровать так воровать. Ну, глаза Аргонии я не вижу пока никакого нигде. Тут, мне кажется, не только подстава, а вообще дезинформация попросту. Нет у них тут глаза Аргонии никакого. Записка для капитана. Касательно ваших приказов, я послала 2 людей в город. С большинством орнаментов, чтобы их отремонтировать. Вы были правы. Этот маленький засранец с этими пиратами сделали больше урона, чем я думала. Наши оружейные мастера
Говорят, что есть пара еще оружий, которые будут починены. Все карты практически. Да не практически, а все. Какая сабелька. Здрасте. Я Эфаи Калиса. Блин, эти имена. Ну, Калисия пусть будет. Первый помощник капитана Онкилья. Ты на борту величайшего боевого корабля, когда-либо бороздившего внутреннее море. Следи за манерами. А что там про глаз Аргонии говорят? Нет, должно быть, ошибся. На борту у нас никакого такого рода артефактов нет. А если про краба скажу? О, как ты узнал это кодовое слово? Оно высочайшего секрета. Ты шпион, не так ли? Схватить ее! Прежде чем ты можешь что-либо сделать, на твою голову набрасывают мешок и тащат вниз. Ну, в общем, складские помещения корабля, не знаю, как это говорится. Так, повязку убирают, но ты все еще связан и не можешь двигаться. Давай покончим с этим побыстрее. Хорошо, негодяй. Мне нужны ответы. Кто дал тебе кодовое слово? Кто послал тебя сюда? Блин. Тут должна быть ошибка. Я агент флота. Ну, можешь прекратить это представление. Я знаю... То есть я узнаю... Блин, как это? Притворяющегося, когда я такого вижу. Ты прикидываешься офицером имперского флота. Это преступление. И продолжать это представление, это только делать все хуже для тебя. Ты вор и шпион, поэтому начинай говорить, кто послал тебя. Ну, оставаться безмолвным. Думаешь, молчание поможет тебе, да? У меня есть способы заставить даже немых птичек петь. И поверь мне, тебе они не понравятся. Мне нужно имя. Это одно только имя. Говори, кто послал тебя сюда. Я тебя отпущу. Оставаться безмолвным. Ты думаешь, те, кто послал тебя сюда, собираются тебя спасти? Если ты просто будешь держать рот на замке достаточно долго, ты думаешь, им есть какое-то дело, что с тобой случится? Они тебя оставили, они не парятся, если ты выживешь или умрешь. Ну уже, не страдай впустую, просто дай мне имя, и можешь быть свободен. Хорошо, меня послал Урель Септим. Я бы на твоем месте не шутила. Хватит тратить мое время. Скажи мне, кто тебя послал. Дай мне имя и... Или ты будешь гнить здесь в заточении остаток всей твоей несчастной жизни. Оставаться безмолвным. Ну уже, аргонянин. Это твое окончательное решение?
Ничего не говорить. Хорошо. Если так, я думаю, что мы завершили. Можешь идти. Могу идти? Ясно, что я не добьюсь от тебя ничего. Поэтому я с тем же успехом могу тебя отпустить. А ты упертый парнишка. И... любой капитан с радостью бы принял кого-то вроде тебя в свою команду. Просто вали с этого корабля. Нормально. Меня пытали, допрашивали. Get out of here. Нормально, такого я не ожидал. Украду хлеб у вас за это. Черти. Ну все, этот засранец получит у меня теперь. Что это? Какого черта вообще? Ну, конечно, он, наверное, такого расклада тоже не мог предвидеть. И глаза Аргонии, похоже, тут нигде нет. Преступность в Варденфелле растет. Так. Ладно, за буханочкой хлеба восстановить немного надо, прийти в себя после этих пыток. Почитаем, покушаем, расслабимся. Согласно источнику из имперского региона, нарастают проблемы на острове Варденфелл. Это контрабанда, воровство и даже убийство. Береговая стража патрулирует... патрули береговой стражи засвидетельствовали возрастающее число браконьерств. Как-то... Браконьеры... Контрабандистов, в общем, в регионе Горького берега. Я уже забыл, как он. Вроде Горький берег и называется. Да? В то время как слухи о торфяных каких-то войнах между воинствующими, соперничающими бандами в Балморе. Наиболее беспокоящая это волна убийств, похоже, нацелена на невинных граждан, вот, что беспокоит больше всего. Около 5 имперских поселенцев жестоко убиты в течение предыдущих недель в одном только Вивеке. Очень трудно получить доступ, или дорваться до корня проблем, причин всех этих волнений, но фанатичные темные эльфы, сепаратисты, это первейшие подозреваемые. Это что-то там развитие для многих в Старом Эбенгарде, которые имеют доход от поселений Варденфелла. Это плохо, да. Хлеб где мой? Спасибо. Вообще, это, похоже, их личные сундуки. Не думаю, что здесь может что-то быть. С этими тапками что-то явно не так. Вот так. Ну, глаза Аргонии я тут не нашел у них. Надо доложиться. И отоспаться. Стрелы волшебные. Be well
Да, я, наверное, пока не буду даже лезть к двум лампам. Stay out of trouble. Сконцентрируюсь пока на квестах, наверное. Я опять заблудился. Туда надо. Гильдии воров, ну если, конечно, дадут еще мне квесты. I'm listening. Our doors are always open. Ну, здорово. Well met. Капитан Кэп Фентус. Достал глаз Аргонии, Холмс? Помни, что секретное слово флота — это кудрявый грязекраб. Вау. Наверняка ты уже понял к этому моменту, что никаких легендарных артефактов не было на борту. Это был тест на вшивость. ФАИ Калиса — это мой старый друг с времен дней флота. Ну, в общем, у нас есть история дружбы с ней, наверное, это имеет в виду. Я сказал ей потрясти тебя немножко и посмотреть на твою реакцию. Проверить, можно ли тебе доверять. Из того, что я услышал, ты себя оправдал. Даже под жестким допросом ты не предал гильдию. Впечатляет. У меня есть награда для тебя, но позволь мне пожать твою руку. Я рад, что ты в моей команде, Холмс. Ну ладно. С этих пор работы, которые я буду тебе давать, не будут утками. Я обещаю. Мне незачем пытаться тебя дурачить дважды. Ну ладно, справедливо. На этот раз поручение реально. Мне нужно, чтобы ты украл копию... Двемерского самолета. Плана Двемерского самолета. Ладно, это... Воздушного судна, наверное, правильно, не так сказать будет. Это нужно мне для моего собственного проекта. Давай, рассказывай. Угу. Я хочу, чтобы ты принес мне копию Двемерского плана воздушного судна. Скорее всего, существует несколько идентичных копий этих планов в провинции, но мне довелось разузнать, что один из них находится в башне командования флотом здесь, в Старом Эбенгарде. В комнате, в которой хранятся всяческие контрабандистские штучки. Попасть в башню через главную дверь, возможно, будет слишком сложным заданием даже для вора-мастера. Вместо этого я предлагаю тебе воспользоваться более подземным таким путем. Ты можешь использовать канализации, чтобы получить доступ к башне незамеченным. Там есть свалившаяся труба в доках, через которую ты можешь войти в систему канализаций. Но если ты не боишься немного промокнуть. Когда будешь в канализациях, секретный вход в пост командования флотом должен быть где-то неподалеку. Это первая дверь от тебя налево. Потом тебе нужно будет... Потом ты должен смочь пройти наверх по ступеням в комнату, где хранится контрабанда. Планы воздушного судна находятся где-то в этой комнате. Удачи, парень! О, вот это вот интересненько. Глаз Аргонии. Ну, если тебе случится найти настоящий глаз Аргонии, дай мне знать. Конечно. Повышение можно мне?
Фентус был очень счастлив. Так, ладно. Как они там бегают. Так, значит, смотрите, сейчас я хочу переночевать по-нормальному. Always open. Комфортабельно, пожалуйста, кровать мне давай. И к этому времени должны будут уже пройти сутки с тех пор, как я отметелил женщину. Надо будет ее проведать. На втором этаже вторая дверь после ступеней. Наслаждайся своим пребыванием под гостеприимством императрицы. Что-то такое, по-моему, она говорит. All right, go to sleep. Давай, это спаться надо после этого. Она же меня пытала, черт возьми. Нормальная проверка на вшивость. Вот, ну... Сейчас у нас... Второе, утренней звезды. Должно быть... Да, первого, то есть день назад. Пока еще журнал не обновился, но это, наверное, потому что... Ну, ровно сутки не прошли. Пока я добираюсь до туда, должны пройти. А, и, кстати, по поводу квеста на сбор податей. Here to see the castle. Не помню, уже говорил или нет, но тут, похоже, тоже нужно прокачать красноречие, потому что даже если я имею 100 отношения, вот, например, у нее, и там под 100 тоже отношения с органианином. What? Что? Они все равно не платят, черти. Ну, возможно, я уже запорол этот квест тоже, потому что в записи в журнал внеслось то, что они отказались платить. Вот я не уверен теперь, что можно их переубедить, и в журнал внесутся еще другие записи, но посмотрим. Так, ну и теперь мне надо подождать просто, похоже. Ну, по факту пришлось прождать дольше намного. Видимо, тут не сутки отводились. В общем, сейчас уже ночь. То есть я весь день прождал, считайте. Ну и говорят, что надо поговорить с Ролеттом. Но ее тут нет. Да. Мне вообще следовало догадаться, потому что ну, там же говорили, что она сама говорила, меня к лекарю направят или куда-то еще в менее охраняемое место. И вот что с ней случилось теперь, надо узнать у Ролетта. Вот, пойдем. Итак, вот что говорит. На самом деле, да. Она оставила тебе записку и небольшую посылку. Никогда не видел ее такой встревоженной до этого. Надеюсь, что она в порядке. Так, записка и амулет. Где там этот амулет? О. Слушай, классный укрепить. Как раз таки это. Ну, эту привлекательность. Блин, надо было сначала этот квест проходить. Ладно, записка, что там. И к тому времени, когда ты получишь эту записку, я должна быть далеко-далеко уже от этого проклятого города. Прости, что я не остановилась поблагодарить тебя лично. Я была слишком взволнована, что очень переживала, что люди герцога найдут меня, если я останусь в Старом Эбенгарде слишком долго. Боюсь, что я не могу сказать, куда я отправилась. Эта записка может быть найдена. И ты видел, какой он упрямый своими глазами. Словами не выразить мою признательность, и я никогда не забуду твою доброту. Я оставила тебе один из амулетов, который он мне подарил. Он зачарованный, но я не сильна в магии, поэтому я не знаю, что он делает. Я надеюсь, он послужит тебе хорошо, и благодарю тебя снова.
Слушайте, я, кажется, начинаю догадываться, почему он так на нее запал. И почему не подействовали там все эти ее планы, потому что, блин, она, не считая того, что и так привлекательна, у нее амулет еще и на повышение привлекательности был. Окей, хорошо, одним квестом меньше. Я даже проверю. Высоко летающие планы. Ну да, нету этого квеста больше. Отлично. Ну ж, друзья, давайте закругляться на этой хорошей ноте. Спасибо за ваши просмотры. С вами был Сэр Холмс. Morrowind Tamriel Rebuild. До встречи в следующих эпизодах.